Привет, друзья! Я Арсений Троицкий. Вы попали в живой уголок в летний период. И сейчас у нас, к сожалению, нет стрима, нет прямого эфира, поэтому не смогу я отвечать на ваши вопросы, вести с вами диалог. А вместо этого просто-напросто расскажу вам о каких-то замечательных людях. Жизнь замечательных людей, да, так можно было бы назвать эти живые уголки, но исключительно в моем абсолютно субъективном восприятии. И сегодняшний герой Борис Гребенщиков. Я так думаю, с Борисом Гребенщиковым тут все особенно сложно, поскольку отношения у нас с ним хорошие, но какие-то непроясненные, я бы сказал, до конца. И, по крайней мере, один раз, я помню, Боря сказал, что я фантазер и что я о нем тоже рассказываю какие-то небылицы. Конкретно это было связано с тем, что я когда-то, рассказывая о том, как я впервые услышал о Ленинградском рок-клубе, упомянул, что это было зимой 81 года, в начале 81 года, когда я жил у Гребенщикова дома. И Боря почему-то решил, что не было такого, чтобы я у него жил дома. На самом деле было. Я даже помню адрес. Улица Алтайская, дом 44. Это было в районе Московского проспекта, то есть где-то на юго-востоке Ленинграда. Боря там жил и жил с мамой Людмилой Харитонной, замечательной, кстати говоря, женщиной, которая книгу даже написала «Мой сын БГ». Да, мир праху. С Борей Гребенщиковым мы познакомились с подачи Андрея Макаревича. И это было связано с фестивалем в Черноголовке. Я провел один фестиваль в Черноголовке под Москвой в 1978 году. И на носу был второй фестиваль. Он уже был более официозный, больше всяких артистов из других городов и других республик. И мне нужен был кто-то свеженький из города Ленинграда. То есть не группа «Мифы», которая уже была хорошо известна в то время, а кто-то еще. И я обратился к Макаревичу, который был большим специалистом по ленинградским делам, поскольку «Машина времени» была там невероятно популярна и регулярно ездила в Питер на гастроли. И вот я его спросил, кто там есть в Питере интересный. Он, значит, долго размышлял, а потом сказал, вот есть одна такая группа, называется «Аквариум». Но я бы не сказал, что это рок, то есть у них там виолончель, флейта, такая акустическая музыка и так далее. Вот, но интересная группа, хорошие тексты и так далее. Я говорю, ну что, давай попробую. Значит, взял у Макаревича телефон Бори Гребенщикова, позвонил ему, говорю, здрасте, Борис, я вот такой-то, такой-то Троицкий, мы тут проводим второй фестиваль в Черноголовке в декабре, это было в 1979 году. Андрей вас порекомендовал, вот, я хотел бы только, поскольку записи, естественно, я не слышал, тогда они вообще хождения особого не имели, вот, я хотел бы узнать, что вы играете, и тут мне Боря вдруг отвечает с той стороны телефонного провода, отвечает, мы играем панк-рок. То есть, нифига себе акустическая музыка, да? Я говорю, как так, панк-рок? Говорит, вот так вот. И стали мы с ним разговаривать, там, какие группы он слушает, что ему нравится, на кого они ориентируются. И Боря мне там говорит, Лурид и Velvet Underground, Iggy Pop, Talking Heads, Ramones и так далее. В общем, вся моднейшая всякая американская, отчасти английская музыка. Но я был просто этим сражен, потому что вот эта русская рок-сцена конца 70-х годов, она была очень отсталой в музыкальном отношении. То есть все играли или а-ля Beatles, или а-ля Deep Purple, или, значит, там особо экспериментирующие играли там какой-нибудь джаз-рок, прог-рок и так далее. Но опять же, музыку начала, в лучшем случае середины 70-х годов, но никак не всякие уже эти модные нововолновые штучки. Ну, я говорю, все, супер, класс, давайте, я вас беру, гениально.
то, что надо. И аквариум приехал в Москву. Они приехали за 2 дня до фестиваля, а за 1 день до этого фестиваля его отменили. То есть надавили на местных комсомольцев, которые были моими партнерами, сказали им, что нафиг нам это все, вся эта стрёмная волосатая музыка, вот, не разрешаем. Но многие музыканты уже приехали, в том числе аквариум. И тогда буквально за 1 день я с помощью своей подруги Наташи Рудницкой из журнала «Ровесник», редактором, мы быстренько договорились, сняли актовый зал издательства «Молодая гвардия». Это как раз там, где располагались «Ровесник», всякие «Студенческий меридиан», прочее, значит, модные советские молодежные издания. Там устроили концерт тех групп, которые приехали на фестиваль в Черноголовке, но уже не имели возможности выступить, в том числе «Аквариум». И «Аквариум» там замечательно сыграл, и на самом деле это был очень странный панк-рок с использованием виолончели, флейты и фагота. Но уже тогда «Аквариум» исполнял такие песни, как, скажем, «Марина», «Видела ли ты летающую тарелку», «-30», и так далее. В общем, это мне все безумно понравилось. То есть это была первая русская группа новой волны, вот этого нового рок-поколения, который был мне очень и очень близок. Да и по сей день, надо сказать, очень близок. Мы тут же подружились, я потом вытащил «Аквариум» на второй их концерт московский, где они играли в качестве саппорт-акт, разогревающими перед группой «Воскресенье». Там тоже все было отлично, все было замечательно. Ну, а потом, естественно, фестиваль в Тбилиси, где «Аквариум» представлял авангард, так сказать, советского рока. Ну, там таких прогрессивных групп была буквально еще парочка. Была латвийская группа, друзья мои, тоже, Сиполы, во главе с Мартиншем Браунсом, который недавно умер, к сожалению. Был Блиц из Тбилиси, тоже играли они довольно актуальную музыку. То есть я бы сказал, что они играли брит-поп еще даже до того, как этот термин был изобретен. Но с «Аквариумом» там, естественно, был связан большой скандал из-за того, что они устроили там какой-то свальный грех на сцене. На них какой-то Дрызлов из Ленинграда, конкурент, как бы написал донос. В результате этого доноса Борю исключили из комсомола, выгнали с работы. Таким образом, было инициировано знаменитое поколение дворников и сторожей и так далее. В общем-то, с Борей мы тогда очень много общались, дружили. Вот я у него дома жил. С своей первой женой Леной, кажется, он уже к тому времени развелся. На второй Люде еще не женился. Естественно, всякие подпольные концерты в Москве, квартирники и все такое прочее. Ну и тогда же, естественно, Боря вместе с Андреем Торопилло, они фактически инициировали Магнит Издат, то есть они начали записывать студийные альбомы с оформлением. Вот у меня стопки этих альбомов стояли дома с наклеенными самими музыкантами фотографиями на картонной коробке, значит, с катушками пленки. Это все было максимально романтично. Тогда же, кстати говоря, был мой любимый период «Аквариума». То есть это вот где-то годы с 80-го по, наверное, 84-й, 85-й. Почему мне нравился тогдашний «Аквариум» больше, чем последующий «Аквариум»? Просто потому, что он больше в моем вкусе. Я не хочу сказать, что там лучше, хуже. Но тогда там играл потрясающий, естественно, чувак по имени Сергей Курехин, который придавал, значит, своими клавишами всяческое остенатное безумие записям «Аквариума», да и на концерте тоже он был хорош. Был потрясающий гитарист Саша Ляпин. В общем, это была такая авантюрная и по-настоящему роковая группа. Не регги, не фолк, а вот именно этот был рок. А я это люблю больше, чем вот это сингерство и сонграйтерство, в котором Боря, разумеется, сильнее, чем кто бы то ни было. Все, ребята,